Всем привет! Наступили такие времена, что все сидят дома на самоизоляции, никому из дома выходить нельзя, никого в дом приглашать нельзя, поэтому в связи с этим я решила сама заняться приведением ванны в порядок, причем не только своей, но и еще и у бабушки. У себя я долго думала, что же делать с ванной, экран, не экран, покрасить, не покрасить, я расскажу, к чему в итоге я пришла. А у бабушки займусь стыком ванной и плиткой, потому что бабушка старая, постоянно затекает вода, образуется плесень, образуется налет. Силиконили, в углах вообще образовалась просто гора уже некрасивого силикона. При этом за счет того, что стык прямой, здесь постоянно скапливается вода, то есть либо ее надо постоянно протирать, либо от этого никак не избавишься. Образовывается плесень, ржавая вода, желтые пятна. Долго смотрела, выбирала, чем это можно заделать. Смотрела пластиковые бордюры, но, на мой взгляд, это тоже смотрится некрасиво. Я вообще не сторонник пластика, он мне очень не нравится. Нашла вариант акриловых бордюров, смотрится очень клево. Есть вариант облицовки ванны, есть вариант облицовки раковины, полочки. То есть можно вообще в единой стилистике все сделать. Ребятам огромное спасибо, все рассказали, подсказали, потратили на меня просто уйму времени, подробно объяснив все. У них есть все на сайте, но плюс я их дополнительно еще мучила. Сегодня буду устанавливать, посмотрим, что из этого получится. Много комментариев, что во время съемок нужно убирать волосы в красивую высокую прическу. Красивая и высокая. Первоначально потребуются перчатки, одеваем, и обычный строительный нож. Мы берем ножом, выдвигаем лезвие примерно на 3 деления, чтобы оно было длинное, иначе нож будет упираться в стену и мешать вам. И прорезаем хорошенько силикон вдоль стены сначала и параллельно ванне. Максимально вырезаем силикон. Производители бордюров посоветовали, сказали, что лучше всего силикон снимать вот этой вот штукой, называется удалитель силикона, Саудал. Что мы делаем? Обязательно чистить силикон старый, иначе у вас будет плохое примыкание. Наносим не сразу на всю ванну, чтобы у нас это все не сохло, а примерно на 2-3 плитки. И ждем примерно 2-3 минутки. В наборе идет вот такой вот пластиковый шпатель. Но ребята из БНВ бордюры сказали, что лучше использовать нож, держать его под 45 градусов, тогда будет тоньше, вы будете соскребать. Плитку вы точно не поцарапаете, но, конечно, по ванне с ножом надо быть аккуратнее. Вариант еще второй. Есть такие скребки для чистки керамических поверхностей, плит, там вот прям для плит продаются. Там идеальный угол 45 градусов. И если у вас есть такая штука, она вообще идеально к вам подойдет. 2 минуты прошло. Сейчас я буду очищать, но перед тем, как очищать, я намажу следующие плиточки, чтобы уже время шло. Либо прошло мало времени, либо ничего не отходит скребком. Попробуем шпателем. И дело пошло. Тоненький вот такой вот шпателек. Вообще из всего, что я сейчас перепробовала, самая удобная штука оказалась. Прям вот он гнется и идеально вообще все счищает. Смотрите, вот тут вот в щелях все нужно, все щели пройтись, силикон прям удаляем. Сняли шпатель, протерли от всего этого и пошли дальше. То есть все хорошенько защищаем, чтобы не было вообще у нас силикона старого не осталось. Берем обезжириватель и проходимся, хорошенько протираем, чтобы не осталось никакой вообще пленки. Берем яркий фонарик и смотрим внимательно по периметру, чтобы нигде не осталась пленка. Уважаемые клиенты, поздравляем вас! Акриловый полимер состоит на 2/3 из натуральных минеральных наполнителей. Вот такой вот у нас классный бордюрчик.
Сейчас мы будем его замерять и резать. Замеряем, сколько нам нужно. Отмерила 168 сантиметр с запасом, если вдруг что-то пойдет не так, чтобы угол всегда можно было подделать. Потребуется стусла. Это такая штука, чтобы под 45 градусов ровненько выпилить. Приложили. Ножовка по металлу. Сделали угол. Короткую часть подгоняем под длинный угол. Пилим угол 45 градусов в другую сторону. Все сделали, столкнулись с тем, что кривая стена. Позвонила ребятам, спасибо им огромное, производителям бордюров. Подсказали, что в данной ситуации просто герметиком не обойтись. Нам понадобится вот такой вот клей, который мы будем сочетать с герметиком. Задача какая? Сейчас мы снимаем бордюр, проходим герметиком по стыку ванны и плитки. Следующую полоску примерно на расстоянии 1 сантиметра либо 2, в зависимости от того, насколько толстый у вас бордюр, мы выкладываем на ванну. Полоска немножко жирненькая, она должна немножко будет вылезти из-под бордюра. Примерно на расстоянии 15-20 сантиметров я делаю вот такие вот капельки клея. Теперь герметик, но так, чтобы он не соприкасался с клеем. Если у вас стена ровная, вам не придется заниматься таким геморроем, и клей вам не понадобится. Вот теперь прикладывание бордюра. На маленькую клей не нужен в сторону, потому что стена, слава богу, с той стороны ровная. Сверху проходимся герметиком. Берем шпатель силиконовый и убираем излишки силикона. Не могу сказать, что это было очень легко. 2 с чем-то часа, но при этом намного лучше, чем было. Если у вас остался герметик на стене или на ванне, не страшно, на следующий день вы его подрежете точно так же, как мы делали это в самом начале. Теперь мы наполняем ванну наполовину водой и оставляем так на сутки. С бабушкиной ванной самое сложное закончили. Теперь приступаю к своей. Я долго думала, что же делать с ванной. Экран. У меня очень много химии, поэтому размещать ее, естественно, удобно под ванной в большом количестве. Экран съедает все равно какое-то место. Таз тоже нужен, потому что ребенок, сложные пятна приходится что-то все равно замачивать, без этого никак. Искала какие-то экраны есть с выдвижными ящиками. Но все равно экран съедает визуально очень много места. Если ванна небольшая, он очень сильно скрадывает. Кто-то писал в комментариях, что можно сделать шторку. Можно, но я для себя тоже не рассматриваю этот вариант. Я решила сделать открытую ванну. Сначала хотела покрасить, подобрала цвет паралов прям четко под тумбу. Велерой бог. Опять, для того, чтобы покрасить ванну тщательно, во-первых, нужно выгнать всех из дома на достаточно большой период. Во-вторых, нужно снимать раковину, потому что подлезть туда, чтобы все покрасить тщательно и аккуратно, без этого никак. И тут на помощь мне пришли наши китайские друзья с Алиэкспресс. Облицовочная мозаика. Ее позиционируют как мозаику для кухни. Ее прелесть в том, что она очень мелкая. И если у вас идет сгиб, она на нем достаточно хорошо располагается. У вас не будет проблем как-то состыковывать и так далее. Хотела сначала другую, заказала, если честно, другую. Но, как бывает с нашими китайскими друзьями, прислали вот такую. Не совсем подходит, не совсем то, что я хотела, не совсем нравятся вот эти штучки. Но решила пока наклеить, а потом наклею то, что закажу у другого продавца и переклею. А на этом примере покажу вам то, что получается. Мозаика достаточно крупная, именно по пластам, самоклеющаяся. Клеится очень хорошо. Пластины нержавеющая сталь, сами по себе тоненькие очень. За счет того, что рисунок идет в разные стороны, создается эффект под разным углом темной и светлой нержавейки. Отлепляю краешек и начинаю вот отсюда с самого края ванны приклеивать и заодно заведу ее немножко
туда. Плиточки, как я уже сказала, очень маленькие, очень легко ложатся на изгибы, не мешают, потому что есть такого типа, но с длинненькими полосочками, очень красиво смотрятся, но для облицовки ванны они не подойдут, потому что длинные полосочки не дадут вам создать изгиб. Ванна готова, облицовка ванны заняла у меня 10 минут. Основное, что я на своем опыте сейчас поняла, зачем нужно следить. Первое, что вы должны делать, когда вы прикладываете один лист к другому, следите за швами. Если вы приложите очень близко, будет видно, да, что это два разных листа. Приложите далеко, тоже будет достаточно большой шов, который будет выдавать. Ваша задача расположить таким образом, чтобы шва не было видно, чтобы расстояние между листами по шву равнялось расстоянию по шву между самими плиточками. Есть еще не металлические, а виниловые. Они дешевле, но когда вы будете заводить их на изгиб, у вас сами кубики будут деформироваться. И будет видно, что это не мозаика, а виниловая пленка. Это, с одной стороны, может быть не так страшно, но по мне, на мой взгляд, может быть не очень красиво. В итоге я заказала упаковку из 6 вот таких вот плиточек. На облицовку ванны у меня ушло ровно 5. Единственное, я не заходила под дно ванны, не вижу в этом никакого смысла. Я немножко на пару плиточек ушла туда, и все. И на этом достаточно, на мой взгляд. С ножками искала. Очень много продается красивых ножек, но это все накладные ножки для отдельно стоящих ванн. Подобрать красивые ножки к чугунной ванне мне не удалось. На помощь мне пришла идея. В Перекрестке была акция. Раздавали для детей пластилин, называется залипаки. Я попробовала, его слепила, оставила, и он принял форму, которая не меняется, не трескается, с ней вообще ничего не происходит. Опять-таки на помощь пришли китайские друзья. Очень долго искала в России эту залипаку. Продается только наборами всех цветов радуги, отдельно купить нельзя. Нашла на Алиэкспрессе, называется воздушный пластилин. Продается вообще каких угодно объемов. Я купила черный и белый. Для чего? Для того, чтобы серого не нашла, для того, чтобы создать серый нужного мне оттенка. Итак, берем белый и черного поменьше. Можно сделать полосками, то есть сильно не перемешивать. То есть из этого уже можно лепить, но мне нужен серый цвет. На 2 ножки понадобится достаточно много, поэтому я сделаю сразу все. На воздухе залипака застывает, твердеет, поэтому как только поняли, что создали нужный объем и нужный цвет, закрываем. Делим на 2 равные половинки и начинаем. Я долго думала, что же из этого лепить. Я сидела, крутила в руках. На самом деле материал очень интересный, очень податливый. Можно сделать, смотрите, крутим, крутим, там, да, раскрутили, там, да. Уже из этого мы можем начать лепить ножку, как вариант, там, закрутить ее так. Можем сделать шарик и уже от шарика начать вылепливать ногу, там, да, как угодно. Очень податливый материал, вылепить можно все что угодно, но есть проблема, не все хорошо лепят. Создать 2 абсолютно идентичных объекта, то есть нам же нужно сделать 2 одинаковые ножки, но не у всех так получится. Думала, что из этого надо использовать, наверное, какую-то форму. У меня муж говорит, давай, говорит, попробуем использовать пластиковые бутылки. Пошли в магазин, купили разные формы пластиковых бутылок, берем, прикладываем. Вот такая вот толстая ножка. Ну, давайте сегодня попробуем использовать вот такой вариант. Здесь мы ее обрежем, разрежем напополам, и вариант ножки. Отпиливаем горлышко,
Отрезаем дно. Если посмотреть внимательно, тут есть стык пластика. Вот мы прям по нему и будем разрезать. Наносим залипаку на ножку и начинаем придавать форму. Какую угодно. Вот дело побольше надо было вырезать. Сейчас посмотрим. И прикладываем. Изначально, если вы будете лепить ножку руками, естественно, его первоначальное состояние, оно более пластичное и будет удобнее именно для лепки, для вылепливания мелких деталей. Можно растянуть, можно вытянуть, можно накрутить как угодно. Если же вы будете использовать форму, то его поверхность очень влажная, и она будет липнуть к пластику. Поэтому, если вы думаете воспользоваться формой, оставьте кусок, нужный вам, буквально на полчасика, и он будет менее пластичным, менее влажным, и будет легко отходить от формы, не будет никуда прилипать ничего. Делаем вторую. Тут немножко посложнее, потому что придется подлезать. Начинаем с этого края. Подгоняем. Сюда. Также вы можете не ограничиться влепливанием руками, там, формочками и так далее. Возьмите силиконовую формочку для выпечки, любую, да, к примеру, вот у меня вот такая. Что мы делаем? Берем небольшой кусочек и выкладываем его в форму. Почему именно так? Потому что если вы будете его прикладывать именно на ножку, чтобы сильно выдавить, вам придется сильно прижимать, и останутся вот эти края, то есть вы деформируете ножку. Либо вы не добьетесь четкого рисунка. Поэтому мы выкладываем формочку. И вылепливаем ее на ножку. Если у вас немножко подсохло, намочите края, чтобы сгладить. Совсем все убирать не надо, потому что края именно для того, чтобы прилепить потом форму, они вам все равно понадобятся. Вот и все. Примерно 10 минут на облицовку ванны и еще столько же, ну чуть побольше, минут 15-20 на ножки. И ванна готова. Надеюсь, ролик будет полезным и даст вам идеи для собственного творчества, и вы без чужой помощи приведете свою ванну в порядок. Всем пока!